Карлос Бандитос — имя, которое приносит дрожь тем, кто о нем слышал, но мало кто знает, как он начал свой путь. Родился Карлос в бедных кварталах Мехико, где каждое утро имело шанс стать последним. Выросший среди жестоких улиц, он рано понял, что выживание зависит от умения быть незаметным. Еще подростком он стал известным среди местных бандитов благодаря своему неуловимому характеру и способности быть в тени. Пока другие пытались привлечь внимание, он, напротив, предпочитал оставаться невидимкой. Жизнь Карлоса изменилась, когда он случайно стал свидетелем масштабной операции крупной мафиозной группы. Вместо того, чтобы бежать, он использовал эту информацию с умом. Он начал предлагать свои услуги, оставаясь в тени событий. Карлос стал мастером слухов и шпионажа, что делало его незаменимым ресурсом для представителей криминального мира. Однако его настоящее восхождение началось, когда он стал работать на могущественного босса, который заметил в Карлосе стальные нервы и острый ум. Вскоре Карлос стал не только стратегом, но и исполнителем замысловатых схем, всегда оставаясь в стороне от внимания прессы и властей. Это была его уникальная черта — способность оставаться неизвестным, даже когда все вокруг кипело. Но что же было дальше? Как Карлос умудрился завоевать уважение и страх одновременно, оставаясь в тени, пока другие боролись за власть и признание? Речь идет о его способности манипулировать своими врагами и союзниками так, что никто не мог догадаться, кто на самом деле стоял за всеми этими событиями. Тень в ночи, за что его боялись враги. Карлос Бандитос был не просто еще одним криминальным игроком на сцене. Его жуткая репутация как тени мафии была заработана благодаря его умению оставаться невидимым и манипулировать ситуацией, как заправский кукловод. Враги боялись Карлоса не из-за его физической силы или влияния в открытых конфликтах, а из-за того, как он мог изменить исход противостояния, оставаясь где-то в тени. Он понимал, что самое главное — это не быть видимым, а быть услышанным в нужное время. Его манера действовать была предельно осторожной и расчетливой. Карлос знал, что страх порождается не угрозой, а неизвестностью. Его враги никогда не знали, откуда ждать следующего удара. Он мог организовать исчезновение конкурента за одну ночь, не оставив ни единой улики. Служа посредником в спорных вопросах между мафиозными боссами, он всегда умудрялся остаться в выигрыше, при этом его собственное имя мало где всплывало. Случались такие ситуации, когда крупные операции срывались из-за того, что Карлос подсказал своим союзникам, что и где произойдет. Используя свою сеть информаторов, он заранее знал каждый шаг своих оппонентов и мог менять правила игры в самый неожиданный момент. Враги, готовящиеся к решающему шагу, вдруг обнаруживали, что их планы разгаданы и все идет наперекосяк. Его тактика была проста — вносить хаос и запутывать следы. Если возникала опасность, Карлос не пытался ее устранить напрямую, а старался перенаправить удар на своих врагов. Такое мастерство в манипуляции делало его крайне опасным противником, и имя «Тень мафии» стало символом его невидимой жестокости и коварства. Но каким же образом он ухитрялся оставаться незаметным в мире, где каждый шаг может стать последним? Дальнейшие события только подчеркивали его гениальность в искусстве невидимости. Секреты из-за занавеса. Невидимый контроль. Карлос Бандитос сумел управлять без лишнего шума, словно невидимый дирижер оркестром хаоса. Его сила заключалась в искусстве невидимого контроля, которое он отточил до совершенства. Карлос использовал свою способность быть незаметным, чтобы внедряться в самые мощные организации, оставаясь при этом загадкой даже для своих ближайших соратников. Он создавал сеть невидимых нитей, связывающих его с ключевыми фигурами в мире криминала. Карлос был мастером манипуляции и дезинформации. Он знал, что знать значит контролировать. Он научился использовать уязвимости своих врагов, подкидывая им ложные сведения, которые вели к саморазрушению. Его сеть информаторов была подобна паутине, расставленной в самых неожиданных местах. Ни одна сделка, ни одно преступление не проходило мимо его внимательных глаз. Зачастую даже те, кто считал себя союзниками Карлоса, оказывались лишь пешками в его хитроумной игре. Одна из его стратегий заключалась в том, чтобы сеять недоверие среди своих врагов. Используя свои навыки в психологии, он мог подогнать события так, чтобы сильные объединения разрывались на части внутренними конфликтами. Слухи и сплетни становились его оружием, и многие, даже не подозревая об этом, становились частью его замыслов. Даже когда его присутствие не ощущалось, Карлос оставался в эпицентре событий, дергая за ниточки с предельной ловкостью. Его талант прятаться за занавесом событий сделал его невидимым королем. Каждый, кто пытался распутать паутину, попадал в ее липкие сети еще глубже. Карлос никогда не оставлял прямых следов, но его влияние ощущалось повсюду. Те, кто пытался противостоять ему, часто сталкивались с неожиданными препятствиями, и в итоге их собственные решения становились на руку Карлосу. Так он завоевывал доверие одних и страх других, умело играя на противоречиях и слабостях своих оппонентов. Его невидимый контроль стал символом абсолютной власти, построенной на страхе и неизвестности. Только немногие догадывались, что за кулисами каждого движения скрывался Карлос, невидимый
невидимый и непобедимый, держащий в руках судьбы многих. Но что было дальше, когда его мастерство манипуляции достигло новых высот? Сможет ли кто-то проникнуть за занавес и узнать истинное лицо тени мафии? Лабиринт союзов, неразрывные связи с мафией. Карлос Бандитос всегда понимал, что в одиночку далеко не уедешь. Его успех зависел от сложной сети союзов, построенной на взаимной выгоде и недоверии. Именно это и делало его таким эффективным. Карлос разработал тщательно продуманную стратегию взаимодействия с мафиозными группировками, чтобы сохранить свою невидимую власть. Он был искусным архитектором отношений, которые казались неразрывными. Каждое его действие было направлено на укрепление этих связей, и они часто служили балансировкой на грани возможного поражения. Карлос понимал, что разные группировки стремятся к разным целям, и использовал это в своих интересах. Он мастерски обыгрывал амбиции боссов мафии, делая так, чтобы их интересы пересекались с его собственными. Когда два клана оказывались на грани войны, Карлос выступал посредником, предлагая взаимовыгодные решения и всегда находя способ извлечь из этого свою долю. Без его участия мир был бы нарушен, и это делало его незаменимым. Связи Карлоса простирались не только между мафиозными группировками, но и затрагивали политиков, бизнесменов и даже представителей закона. Он пользовался услугами информаторов, которые снабжали его важными данными, позволяя ему всегда быть на шаг впереди. Эти люди даже не подозревали, что работали на Карлоса, выполняя приказы под предлогом сторонних интересов. Он умел так манипулировать своими связями, что каждый чувствовал себя важной частью механизма, хотя в действительности был лишь одним из винтиков в его грандиозной схеме. Карлос был не просто посредником, он был кукловодом, который умел управлять своим окружением в своих интересах. Даже если противники пытались разрушить его связи, Карлос всегда находил способ восстановить их или создать новые, оставаясь в тени. Его союзники были уверены, что играют по своим правилам, хотя на самом деле следовали сценарию, написанному Карлосом. Но как долго могла продолжаться эта игра, когда даже ближайшие партнеры не знали, что Карлос на самом деле был тем, кто потянул за все ниточки в этом лабиринте сложных отношений? Тонкая грань. Искусство избегать опасности. Карлос Бандитос обладал уникальным талантом исчезать из виду, оставляя позади лишь слухи и догадки. Он знал, что в мире криминала выживает тот, кто остается невидимым при каждом повороте судьбы. Даже в самые напряженные моменты Карлос сохранял спокойствие и умел избегать опасности, как никто другой. Он никогда не принимал поспешных решений. Каждый шаг был тщательно продуман и взвешен. Главной его особенностью было умение не быть там, где его ожидали. Карлос прекрасно знал, что его имя уже стало символом страха, и использовал это в своих целях. Вместо того, чтобы сталкиваться с врагами лицом к лицу, он предпочитал перемещаться как тень, оставляя лишь намеки на свое присутствие. Если враги пытались организовать засаду, Карлос уже знал об этом и менял свои маршруты, оставаясь на несколько шагов впереди. Его стратегии избегания опасности были просты и эффективны. Карлос всегда имел запасной план и несколько путей отхода. Он мог использовать дезинформацию, чтобы сбивать с толку своих врагов, и наносил удар только тогда, когда был уверен в своей безопасности. Такой подход позволял ему оставаться вне досягаемости и продолжать свою деятельность без помех. Одним из его любимых приемов было исчезновение на время, чтобы дать врагам подумать, что они одержали верх. А потом он снова появлялся, но уже в другой роли, с новыми союзниками и под новым именем. Это делало его практически неуловимым и добавляло ему мистической ауры. Сплетни о его смерти или аресте лишь усиливали его репутацию как мастера исчезновения. Даже когда преследование казалось неизбежным, Карлос умел оставаться в безопасности. Он никогда не оставлял за собой следов, которые могли бы привести к нему, и всегда имел под рукой фальшивые документы и деньги. Его мастерство оставаться на грани, не переходя ее, восхищало и пугало одновременно, придавая тени мафии статус легенды в мире криминала. Кто мог бы догадаться, что даже невидимая нить судьбы, связанная с Карлосом, могла быть так тонко сплетена? Тайные ходы, невидимые операции. В мире, полном громких столкновений и кровавых расправ, Карлос Бандитос умел действовать иначе. Он понимал, что иногда сила не в количестве людей и оружия, а в умении оставаться невидимым. Его операции всегда были нацелены на то, чтобы разрушать изнутри, без лишнего шума и пыли. Карлос знал, как подбрасывать информацию, которая вела врагов по ложному следу, пока он сам занимался своими делами в другом месте. Одна из его самых известных невидимых операций заключалась в том, чтобы проникнуть в секретную сеть своего соперника и выведать все его планы. Используя сеть информаторов, Карлос завладел документами, раскрывающими маршруты поставок и схемы перевозок контрабанды. Это позволило ему заранее подготовить засаду и устранить угрозу, не оставив ни одного свидетеля. Единственное, что оставалось его врагам — теряться в догадках, как это произошло.
Карлос был мастером выстраивания сложных сценариев. Например, он мог запустить слух о несуществующей сделке, которая привлекала внимание всех вокруг. Пока его враги спешили навстречу, Карлос мог спокойно выполнять свои задачи, оставаясь в стороне. Даже когда могли схватить его, Карлос всегда имел пару трюков в рукаве, будь то подкуп, ложные свидетельства или дезинформация. Любое вмешательство выглядело как случайность. Но, возможно, самой гениальной операцией Карлоса стало его умение использовать своих врагов в качестве исполнителей собственных планов. Он мог создать ситуацию, в которой конкуренты сами уничтожали своих союзников, считая их предателями. Это искусство манипуляции сделало Карлоса настоящей легендой в мире мафии, даже если никто никогда не видел его лица. С каждым шагом тень мафии закрепляла свой статус величайшего мастера невидимости и оставалась неуловимой для любого, кто пытался разгадать его секреты. Но могла ли эта игра продолжаться вечно, когда на кону стояли жизни и будущее стольких людей? Влияние в тени. Как он менял ход событий? В мире криминала, где каждый шаг мог стать последним, Карлос Бандитос вырабатывал уникальные методы влияния на ход событий, оставаясь незаметным. Его секрет кроется в способности контролировать курс противостояний и событий, не привлекая внимания и не оставляя следов. Карлос использовал свою сеть информаторов для получения точных сведений о планах конкурентов и союзников. Это позволяло ему заранее оценивать ситуацию и принимать безошибочные решения, всегда оставаясь на шаг впереди. Одной из самых примечательных акций Карлоса стало его вмешательство в дела крупной мафиозной семьи, сцепившись с конкурентами за контроль над территорией. С помощью хитрой ловушки он смог внушить им ложные сведения о готовящемся нападении, что заставило их переложить всю вину на своих союзников. Так, за короткий срок Карлос разрушил союз, который казался нерушимым. Никто и не догадывался, что за этой неожиданной переменой скрывается тень мафии. Карлос действовал словно невидимый дирижер, управляя событиями так, чтобы все шло по его плану. Даже когда соперники организовали засаду на него, Карлос уже знал об этом благодаря предупредительным сообщениям и изменил свои планы, оставив их ни с чем. Каждое его вмешательство было продумано и невидимо, как если бы он был призраком, движущимся сквозь ночные тени. Он использовал скрытые приемы, чтобы заставлять своих противников совершать ошибки, которые дорого обходились им самим. Если Карлос видел, что ситуация выходит из-под контроля, он моментально переключался на план Б или даже план В. Это позволяло ему даже в самых сложных условиях оставаться невидимым мастером своего дела. Гениальность Карлоса заключалась в том, что даже в хаосе он умел оставаться незримым, воздействуя на всех и вся, но не оставляя ни единой зацепки для своих врагов. Его влияние простиралось на многие аспекты криминального мира, но никто так и не смог доказать его участие. Это делало его не только самым опасным, но и самым неуловимым фигурой, что лишь укрепляло его легенду. Однако, может ли и дальше тень мафии оставаться в стороне, изменяя ход событий в свою пользу? Закулисье власти, неизвестная империя. В тени организованных преступлений, где каждый миг мог оказаться последним, Карлос Бандитос создал свою собственную империю, которая оставалась загадкой для всех. Эта невидимая империя простиралась далеко за пределы обыденной мафии. Карлос использовал свои таланты для создания сети влияния, пронизывающей всю структуру криминального мира. Он знал, как манипулировать важными связями, оставаясь невидимым для всех, кто пытался его отыскать. Империя Карлоса не просто существовала, она влияла на экономику, политику и даже культурные аспекты общества. Он умел незаметно внедряться в высокие кабинеты, диктуя свои условия и управляя играми, о которых никто и не подозревал. Его связи с влиятельными политиками и бизнесменами оставались закрытыми для посторонних глаз, ведь имена этих людей не должны были связываться с криминальным элементом. Карлос знал, что значит быть неуловимым, и использовал знания о своих союзниках, чтобы контролировать их. Он внедрял своих людей в ключевые структуры, дав им определенные задачи, которые на первый взгляд казались тривиальными. Но в конечном итоге эти задачи позволяли Карлосу управлять целыми секторами рынка. Его невидимое управление превращало врагов в пешек, играющих по его правилам, даже не осознавая этого. Он понимал важность информационной войны и умел использовать данные в своих интересах. Каждое его движение было рассчитано с точностью до последнего штриха, и даже в самых напряженных ситуациях он оставался вне досягаемости. Карлос умел так завуалировать свои действия, что никто не мог связать его с происходящими событиями. Его влияние напоминало призрак, скользящий сквозь лабиринты власти, но никогда не выявляющий своего присутствия. Империя Карлоса Бандитоса была основана на принципах невидимости и манипуляции. Он оставался невидимым не только для врагов, но и для союзников, поддерживая иллюзию безопасности. Однако, в мире, где каждое действие имеет последствия, сможет ли Карлос оставаться неуловимым и дальше, или однажды занавес все же приоткроется, и все увидят истинное лицо тени мафии? Последний след. Загадочное исчезновение.
Карлос Бандитос исчез так же таинственно, как и жил, оставляя за собой только догадки и недосказанности. Никто не смог точно установить ни время, ни обстоятельства, при которых тень мафии стала невидимым для всех, кто его знал. Это исчезновение обросло множеством слухов и теорий. Одни утверждали, что он сменил личность и живет на другом конце света, другие, что он был ликвидирован своими же союзниками, опасавшимися его власти. Его исчезновение было столь тщательно продуманным, что даже его близкие соратники остались в недоумении, не зная, радоваться или сожалеть о потерянной связи с тем, кто так долго держал их под своим невидимым контролем. Карлос сумел оставить за собой сеть доверенных лиц, которые продолжали поддерживать его дело, следуя четким инструкциям, казалось бы, оставленным за день до его пропажи. Он знал, что в любой момент его мир может рухнуть, поэтому заранее подготовил ряд запасных планов, чтобы его исчезновение выглядело как очередная хитроумная операция. Некоторые утверждали, что Карлос сам инсценировал собственное исчезновение, устроив ловушку для врагов, которые думали, что наконец нашли его. В тот момент, когда они попытались поймать его на горячем, от Карлоса не осталось и следа. Возможно, это и был его последний трюк. Мастерская инсценировка, которая позволила ему уйти без следа, оставив всех в недоумении. Легенда о Карлосе Бандитосе продолжает жить и поныне. Многие говорят, что он все еще жив и держит руку на пульсе криминального мира, но уже под другой личиной. Его исчезновение стало кульминацией его способности оставаться незримым и неуловимым. Даже если его физически больше нет, Карлос остается символом невидимой власти и контроля, который он строил годами, оставив остальных в попытках разгадать его сложную и до сих пор скрытую игру. Легенда продолжается. Наследие Карлоса Бандитоса. Легенда о Карлосе Бандитосе не исчезла с его таинственным исчезновением, а лишь укрепила его статус в мире криминала. Даже после его ухода его наследие продолжает оказывать глубокое влияние на преступный мир. Сетевые структуры, построенные Карлосом, по-прежнему функционируют, распространяя его методы управления и манипуляции. Многие из его доверенных лиц продолжают действовать под его руководством, следуя тщательно разработанным инструкциям, оставленным им на случай непредвиденных обстоятельств. Многие молодые криминальные боссы стремятся подражать Карлосу, используя его тактику невидимости и манипуляции как основу для создания собственных империй. Истории о его неуловимости и хитроумных стратегиях ходят среди преступников как мифы, вдохновляющие новое поколение мафиози. Говорят, что даже в отсутствии Карлоса его влияние так велико, что конфликты продолжают разрешаться с учетом его принципов, а его имя стало символом искусства оставаться незримым и недосягаемым. Некоторые считают, что Карлос оставил за собой скрытые послания, которые могут раскрыть его местонахождение или продолжение его дела. Эти слухи порождают все новые и новые попытки последователей разгадать его тайны, надеясь взять под контроль его сеть влияния. Однако, как и при жизни Карлоса, его занавес так и остается плотно задернутым для всех, кто пытается его приподнять. Легенда Карлоса Бандитоса укрепляется с каждым новым слухом и рассказом о его чудесных исчезновениях и стратегиях, которые он оставил после себя. Даже если он больше не с нами, его дух и методы продолжают жить, подтверждая его статус как тени мафии. И пусть никто не знает, останется ли он в тени навечно, ясно одно: его имя навсегда вошло в историю криминального мира как символ невидимой власти и неуловимого гения.